Брук была прекрасной молодой девушкой, которая выросла в счастливом и заботливом доме. Однажды ее отец подарил ей необычный подарок — маленького птенца-ворона. Воспитывая его, Брук научилась ответственности и заботиться о ком-то, к сожалению. Однажды она неожиданно умерла по неизвестным причинам, во время своего похорон птенец-ворон взлетел на ее гроб, и тогда произошло что-то невероятное и чудесное. Брук было всего лишь 6 лет, но она была сильной, красивой и самостоятельной. Она любила проводить время в саду, рассматривая растения и наблюдая, как насекомые играют на них. Она бегала, прыгала и играла среди деревьев, взбиралась на них, царапала колени и рвала одежду. Ничто из этого не имело значения для нее, пока она была весела. Ей также нравилось наблюдать за рыбами, плавающими в ручьях, и за птицами, летающими над головой. Жизнь в небольшой деревне в Корнауле, Великобритания. Брук была медленной и спокойной матерью, оставалась дома, чтобы заботиться о доме и ребенке. А ее отец был моряком, который часто проводил недели, а может быть даже месяцы в море. Брук очень соскучилась по нему, когда он уходил, но всегда с нетерпением ждала его возвращения. Ей было не только приятно проводить время с отцом, но она также любила странные, необычные и замечательные подарки, которые он ей приносил. За последние несколько лет он привозил ей ракушки с пляжа Карибского моря, экзотические скульптуры из далекой страны Ближнего Востока, книги и игрушки со всей Европы и Америки. Она любила все свои подарки и с удовольствием показывала их своим друзьям, рассказывая истории о том, как ее отец плавал по морям и путешествовал по миру. Брук с нетерпением ждала у ворот сада, ожидая, когда ее отец спустится по улице. Он был в отъезде уже 2 месяца, и он должен был вернуться в любой момент. Внезапно она увидела, как он медленно шел по улице. Брук воскликнула от радости и побежала к нему, бросившись ему в объятия. Она крепко обняла его и поцеловала его в щеку, но она заметила что-то странное, не было подарка. Он обычно сразу же передавал ей подарок, завернутый в упаковку, но ничего не было видно. И тогда он преклонился и положил что-то в ее руку. Она немного подскочила, почувствовав, как это дрожит в ее ладони, и посмотрела вниз, чтобы увидеть крошечную птичку. Ее отец сказал ей, что это маленький воронок, не старше недели или 2, и попросил ее защищать и заботиться о нем, как о настоящем человеческом младенце. Брук была запутана, но ее лицо засияло, когда она осознала, насколько большая ответственность лежит на ее плечах в следующие несколько недель. Девочка проводила все свое время со своим вороном, кормила его, давала ему пить и даже учила нескольким трюкам. Вороны – очень умные птицы, и ее воронок быстро освоил то, что маленькая девочка старалась ему научить. Птенец также начал расти и уже через несколько недель научился летать. Брук выводила его на улицу и с восхищением наблюдала, как он свободно парит в небе. Он мог легко улететь и никогда не вернуться, но всегда находил обратный путь к Брук. Было ясно, что у девочки и птицы была очень крепкая связь. Однако однажды произошла трагедия, пока они находились в саду, лежа под большим деревом, ворон внезапно перестал дышать и схватился за горло. Друг начал громко каркать, и в течение нескольких минут родители, услышав шум, подбежали к окну, чтобы узнать, что происходит. Увидев, как их дочь извивается на земле, они выбежали наружу и подхватили ее, не обращая внимания на ворона. Затем они сгрузили бедную девочку в машину и поспешили в ближайшую больницу. Вороны сидели на дереве и наблюдали, как машина исчезает вдали, а затем влетели через открытое окно и уселись на кровать рядом с Брук, когда они приехали в больницу. Врачи быстро приступили к проверке легких девочки такого юного возраста, ведь она была здоровой и не должно было быть проблем с дыханием. Поэтому было важно провести сканирование ее легких, чтобы убедиться, что нет проблем, и выяснить, в чем была проблема. Также было важно начать ее дыхание снова, так как отсутствие кислорода могло вызвать серьезные и необратимые повреждения. Все это время родители смотрели со слезами в глазах. Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, Брук была объявлена мертвой. Когда было объявлено время смерти, за окном больничной палаты был ворон. Он продолжал каркать и стучать в окно. Но персонал отгонял его, больница не была местом для такой птицы, даже если она была домашним животным. Когда родители, вдруг охваченные горем, приехали домой и начали готовиться к похоронам, ворон каркал и садился на их машину, снова издавая много шума. Отцы и матери, охваченные горем, проигнорировали его.
День похорон Брук настал скоро. Ее родители, родственники и друзья все плакали, оплакивая маленькую девочку, лежащую безмолвно в ее небольшом гробу. Крышка была открыта, чтобы люди могли попрощаться. Она выглядела такой хрупкой и невинной в своем гробу, словно драгоценная фарфоровая кукла. Никто не мог совсем поверить, что ее уже нет, и печаль в комнате была ощутимой. Многие люди плакали. Когда проходили мимо, другие гладили ее лицо и целовали ее в щеку. Но был один. На похоронах посетителя, которого многие не ожидали увидеть, сидел ворон на ближайшем дереве. Время от времени он поднимался и кружил над собравшимися людьми, издавая громкий призывающий звук. Родители Брук задержали дыхание. Когда он, наконец, опустился и уселся на гроб, любопытно смотря на тело своей подруги, внезапно птица начала издавать странный жужжащий звук, будто задавала вопрос. Она прыгала туда-сюда от крышки гроба к боку и обратно. Через несколько минут птица начала клевать тело Брук, будто пытаясь разбудить ее. Родители были тронуты таким зрелищем и, хотя они понимали, что ворон, возможно, чувствовал свою собственную форму горя, они знали, что он не может оставаться там, клевая девочку. Они пытались крикнуть на него, но он не реагировал и даже начал клевать ее в рот. Это поведение выглядело бесстыдным для семьи, но оно скрывало тайные намерения. Все скоро узнали о нем, когда отец приблизился к открытому гробу и размахнулся руками, чтобы отогнать птицу. Она закрыла крылья и протестовала, но наконец поднялась и улетела на ближайшее дерево, глядя вниз с интересом. Все глаза следили за вороном в его коротком путешествии, но когда они вновь обратили внимание на гроб, они замерли. Брук сидела на коленях, держа яйцо размером с грецкий орех, которое пришло от насекомого и выросло, размножилось. Оно заперлось в ее горле после падения с дерева, под которым она лежала в саду. Когда ее спешно доставили в больницу, врачи предполагали, что проблема была с ее легкими, поэтому они только проверили ее грудную клетку с помощью рентгена, что не выявило ничего. Они не проверили горло. Другой недостаток кислорода отправил ее в кому, и она была ошибочно признана мертвой. Несмотря на то, что она все еще могла делать медленные и поверхностные вдохи, Брук посмотрела на своих родителей, которые бросились к ней, обнимая и целуя. Их дочь была жива. Они были шокированы и поняли, что ворон знал все заранее. Он много раз пытался передать это сообщение родителям Брук, но они не поняли, и когда птица клюнула Брук по лицу и рту, это был ее способ попытаться удалить преграду самостоятельно. Благодаря этому птица имела достаточно времени, чтобы спасти жизнь друга. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.